Япония является одной из самых многоснежных стран мира, как бы странно это ни звучало, но это факт, и остров Хоккайдо этому подтверждение. За 3 зимних месяца только в северной столице Саппоро, префектуры Хоккайдо, выпадает более 300 мм твердых осадков в водном эквиваленте. Для сравнения, в Перми, например, за 4 холодных месяца их выпадает вдвое меньше. Отсюда возникает вопрос, откуда на Хоккайдо берется столько снега? Сами японцы говорят, что отчасти снег приходит из Сибири. Это происходит тогда, когда холодный сибирский муссон пересекает Японское море. Воздух при этом начинает быстро нагреваться и насыщаться влагой, создавая снежные облака. Когда облака сталкиваются с горным массивом Оу, который проходит с севера на юг через центр области Тохоку, и горным хребтом Этиго, воздушная масса, вынужденно поднимаясь вверх, охлаждается и отдает накопленную влагу. В этом случае за одну только ночь на острове может выпасть от 15, а местами до 50 сантиметров снега. При этом все города на острове совсем не сковываются в снежный плен, а наоборот остаются достаточно чистыми при минимальных затратах со стороны городских властей. В год муниципалитет выделяет около $200 миллионов на очистку территории. Напомню, что Саппоро – это город-миллионник с населением в 2 миллиона человек. Каким же образом городским властям удается экономить на уборке улиц, имея при этом самую новейшую и дорогую снегоуборочную технику? В первую очередь в Японии, как и во многих северных городах Европы и Америки, уборка снега возле домов и на тротуарах является задачей самих жителей, и они занимаются этим с огромным энтузиазмом. Вот этими кучами соблюдены расстояния, то есть они вот здесь вычищают расстояние, чтобы можно было переходить на светофорах спокойно. Здесь вот такое нагромождение, здесь куча и там все ровненько и вычищено. Японцы не брезгуют махать лопатой, даже когда выпадает совсем немного снега. Они тщательно вышкребут свой участок, да еще и соседу помогут. В этом случае в ход идут не только лопаты, но и вызов грузовика из снегоуборочных служб. Да-да, у японцев очень отлажена система вывоза снега. Если ты убираешь собственную территорию, ты не можешь свалить снег на проезжую часть, в реку или в подворотню соседа, так как тебе сразу за это прилетит нехилый штраф. Поэтому каждый жилец тщетно исполняет ряд предписанных законом правил и в течение месяца аккуратно сваливает снег в кучку перед своим домом, а затем, достигнув разрешенной ширины и высоты, раскошеливается за вывоз накопившегося снега. Дальше снегоуборочные службы вывозят эту кучу в специально отведенные снегосвалочные места, утвержденные муниципальными властями города. Кстати, в каждом районе есть свое место, куда может утилизировать снег та или иная компания. Жители многоэтажек зимой, как правило, не парятся, потому что коммунальные службы сами занимаются уборкой общих парковок и тротуаров вокруг своих территорий, нанимая при этом снегоуборочную технику из определенных компаний. При этом, естественно, плата за парковку зимой поднимается на $20-30, а летом снова понижается, и все японцы относятся к этому с большим пониманием. Таким же способом убирают снег детсады, дома престарелых, школы, офисы и прочие заведения. Если снег валит днем, то снегоуборочные службы его даже и не пытаются убирать. Спецтехника выходит на улицы лишь ближе к полуночи и работает до самого утра, когда на тротуарах и дорогах становится совсем безлюдно.
Снег при этом не вывозят, а специальным комбайном делают насыпь, таким образом выстраивая своеобразную стену разрешенной ширины и высоты на обочинах дорог. Кстати, на главных и примыкающих японских дорогах под это дело предусмотрена специальная дорожная полоса. Это такой рукав 50 см шириной от бордюра до первой разметочной линии. В результате этого к концу зимы тротуары Саппоро превращаются в узкие коридоры из снега со стенами высотой в 2 человеческих роста, и к концу марта, начала апреля эти снежные стены начинают ломать и вывозить в горы. Конечно же, нельзя не отметить, что некоторые тротуары, парковки и даже определенные участки дорог, особенно на спусках и подъемах, подогреваются. Плюс несколько лет назад в городе построили огромный подземный снегоплавильный комплекс, который помогает городу в считанные часы справляться со снегопотоком. Вождение машины в зимнем Саппоро на полном серьезе можно назвать экстремальным видом спорта. Зимняя резина, конечно же, существует, но какой бы супированной она ни была, от заносов это не спасает. При этом людей, оставляющих на зиму свои машины на консервацию, существенно немного. И все же ближе к весне можно видеть немало подснежников, потихоньку проклевывающихся из-под снежных шапок сугробов. Пешеходам тоже приходится совсем не сладко. Днем все вынуждены месить водянисто-снежную кашу, а вечером ломать ноги на заледеневших глыбах, припорошенных свежим снежочком. Как же власти устраняют эту проблему? Ведь число пострадавших от гололеда пешеходов не уменьшается. Поливать дороги и химическими реагентами в Японии нельзя, потому что это увеличит нагрузку на почву, плюс будет попадать в сливы, а оттуда в городские водоочистительные сооружения. А здесь вода настолько чистая, что ее пьют из-под крана. Песок тоже отпадает, так как он пылит, попадает в легкие и негоден к вторичному использованию. Плюс нужны будут лишние затраты, чтобы убирать эту грязь. Поэтому пешеходы ограничиваются трекинговой обувью. Кстати, очень продуманной. Я в одном из своих видео делала целый обзор на зимнее снаряжение в спортивных магазинах Хоккайдо. И очень мелкой каменной крошкой, которая круглогодично лежит в аккуратных пакетах в специальных железных ящиках на обочинах дорог, и которую добавляют по мере опустошения того или иного ящика службы при муниципалитете. А лет 5-6 назад в Саппоро стали делать рифленые дороги. Они похожи на музыкальные, но узор насечки на нем немного другой, что существенно позволяет снизить нагрузку наледи. Пока эта технология применяется только на главных дорогах и в местах пешеходного перехода у примыкающих дорог, но все же это помогает пешеходам безопасно переходить дорогу. Ну и, конечно, стоит упомянуть любителей велосипедов, которые не желают расставаться с зимой со своим педальным конем. Они в этом случае переобувают его в зимний комплект специальных уплотненных шин.